Всем привет, мои дорогие друзья! Я хочу рассказать о самых шокирующих моментах между Тэхёном и Чонгуком, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас ли поверить в это, примите это во внимание. Сегодня мы поговорим о топ-10 самых шокирующих моментах между Тэхёном и Чонгуком. 10 место. Похоже на поцелуи. До сих пор не могу понять, как так получилось, что не нашлось такого ракурса, где четко понятно, что делает Чонгук с Тэхёном. У нас теперь появилась тайна Вигу. Чонгук просто подходит к Тэхёну, прислоняется очень близко к его лицу, а потом уходит. Мы все думаем, что он поцеловал Тэхёна в ушко. Извините, но что нам еще подумать? Я до сих пор в шоке от этого момента. Как назло, ничего толком не видно, но одно понятно, что он точно что-то сделал. Те, кто говорит, что он шепнул ему на ушко, но ведь его подбородок не шевелился, как при разговоре. И что бы он успел сказать за долю секунды, а поцеловать бы успел. И зачем что-то шептать, когда Тэхён не поет микрофон? Он и не услышал бы ничего. А с другой стороны, кажется, что поцелуй на виду у всех это слишком откровенно. Хотя мы помним, как Тэ поцеловал Гуки в шею, когда тот пел. Там-то четко видно было. В целом мы не можем исключить поцелуй, но также можем предположить, что он его понюхал или укусил. Ребята, я хочу вам сообщить, что на моем канале на Бусти вышел новый обзор на тему. Некоторые фанаты разочарованы, что никто из мемберов не обнял и не утешил плачущего Чонгука на концерте. Обсудим эту тему. Ссылка на канал на Бусти будет в описании к видео и в первом закрепленном комментарии. 9 место. Когда рядом Тэхён, то Чонгук рукам своим не хозяин. Мы сейчас поговорим о том, как Гуки снова шлепнул Тэхёна по булочкам. Я вот смотрю на эти многочисленные моменты и не понимаю, это происходит осознанно или неосознанно, чисто по привычке. Шлепает Тэхёна один раз, ждет реакцию, а потом делает это снова. Тэ уже понимает, чего добивается его любимый, и корчит из себя недотрогу. Притворяется, что он возмущен поступком Чонгука. Тэхён: ах, как же ты мог, я приличный мужчина. А может быть, Тэхён стал замахиваться на Чонгука, потому что устал, что Гуки их постоянно выдает? Чонгук показывает свою привязанность к Тэхёну как никогда прежде. Интересно, что еще нам стоит ожидать? 8 место. Тэхён такой же. Это совсем не новость, но и Тэхён не любит пошалить. Наши Вигу настоящие пекари, эксперты по булочкам. Лишь бы повод дай. Очень правильно, он привлекает внимание Чонгука, знает, как порадовать любимого. И себя порадовал, и Чонгука порадовал, и нас порадовал. Самое главное, не сбавляйте темпы, подавайте своим желаниям, вы же не железные. Мы все понимаем, ребята. 7 место. Он снова это сделал. Тэхён снова посвящает строчку из песни Чонгуку. Обратите внимание на то, как пронзительно он смотрит на Чонгука в этот момент. Указывает на Чонгука. И не нужен Ашер, чтобы напомнить, как ты попал. Он даже наклонился к нему, чтобы все точно поняли, что это было для Чонгука.
Это было очередное личное послание. Мы, конечно, уже уяснили, что Чингук попал, но мы готовы бесконечно в этом убеждаться. 6 место. Ответственное лицо. История с очками повторяется, только на этот раз Тэхён сам отдал свои очки любимому муженьку, чтобы тот их бережно хранил. Захотел, наверное, чтобы любимый почувствовал свою важность благодаря такому ответственному делу. Сначала Вигу неотрывно смотрели друг другу в глаза, а потом Тэхён решил отдать очки Чонгуку. Чонгук их аккуратно сложил и повесил на свою майку, гордо щеголяя с очками любимого. Чонгук ответственно хранил очки, а потом ответственно передал их своему милому Тэхёне. Наверное, Чонгуку очень понравился Тэхён в очках. Он стоял, любовался им, и Тэхён не от греха подальше снял их. А то знает он Чонгука, начнет еще приставать. Если серьезно, то этот процесс очень забавно выглядит, особенно когда это происходит во второй раз. Я вот думаю, может Тэхён не хотел, чтобы Гуки их на себя надел? Он просто показывает на глаза, потом на Чонгука. Но Гуки подумал, что муж ему велел хранить очки, пока он будет выступать. 5 место. Нашел повод. Чонгук, который наконец-то сидел рядом с Тэхёном, сидел и думал, какой же мне повод найти, чтобы прикоснуться к нему. В общем, он включил воображение, немного актерской игры и сделал это. Ласково поправляет и так аккуратно лежащие пряди волос. Очень пристально его рассматривает и замечает, кажется, волосок на его лице. Пытается его выдернуть, выдергивает, удивляет Тэхёна. И дальше разрабатывает план наступления. Затем кладет конфетти на коленку Тэхёна. Что к чему, что угодно, лишь бы только повзаимодействовать с ним. Чонгук такой Чонгук. Невооруженным глазом видно, что Чонгук по уши влюблен. Совсем не пытается что-то скрывать. Полностью отдается своим чувствам. Ах, за этим наблюдать одно удовольствие. 4 место. Искушение. Так, нужно разбавить этот топ и безумно влюбленным в Чонгука Тэхёном, а то пока Гуки опережает. Как вам этот взгляд Тэхёна на Чонгука? Мне кажется, или у Тэхёна перехватило дыхание? А как вам этот глубоко заинтересованный зритель? Гуки искушает, а Тэхёна не против. Танцует чисто для Тэхёна. Вообще супер! Взгляд Тэхёна – это взгляд человека, который пытается сохранить хладнокровие, но внутри у него все пылает от того, насколько горячо выглядит объект его обожания. 3 место. Одна одежда на двоих. Нет, мы совсем не удивлены, что у Вигу один гардероб на двоих, но мы все равно обсудим. Сначала мы видели эту кофточку на Чонгуке, а потом и на Тэхёне. И еще эта кофточка из женской коллекции. Но мы тоже не удивлены. Ну что сказать, семейные люди. Также делают парочки. А Тэхён еще и 3 дня подряд ее носил, чтобы все точно поняли, что это семейная кофточка. 2 место. Что-то на романтичном. Какое-то романтическое видео Вигу на рассвете, где Тэхён позирует для фото. Гуки мягким и соблазнительным голосом говорит, что это видео, и Тэхён не предлагает ему пойти поесть рамен. 영상인데? 많이 먹자 라면.
Ах, те, кто смотрит корейские дорамы, наверное, знают, что когда предлагают пойти поесть рамен, то это не всегда означает именно это. Это как у нас иногда на чай зовут. Ну да ладно, это во всех смыслах звучит очень романтично и любопытно. Первое место. Челлендж для пар. Когда я увидела следующий момент, то сначала подумала, что Вигу, как обычно, химичили друг с другом. Но знающие люди сказали, что это был челлендж для пар. Влюбленные парочки вот так вот поглядывают друг на друга, а потом целуются. Только вот поцелуя мы не увидели. Эх, вырезали, наверное, или не досняли. Вот же досада. Но ничего, мы все равно в шоке. Они ведь не в первый раз снимают видео, которое снимают влюбленные. Мы вас поняли. На этом я заканчиваю свой топ. Обязательно дождитесь продолжения. Пока!